Привет, пап. В общем, я тут собрался прокатиться немного через всю Россию. С Сочи до Владивостока. Да, на своей машине. Желтая такая маленькая Honda. Ну да, не особо для путешествий машинка, будет проверочка для нее. Да и для меня тоже, потому что маршрут интересный. На пути будут горы, моря, озера, водопады, пустыни и даже вулканы. Да нет, не страшно, я подготовился даже немного. Ну и друзья же мне кепку подарили перед отъездом с моим логотипом. Будет моим талисманом, все будет ок. Ладно, буду держать тебя в курсе. Я помчал. Мое путешествие начинается. Да, пап, считаю важным сразу заметить, что это не обдуманное, не взвешенное и уж точно не мудрое решение. И не тщательно спланированное путешествие. Я просто взял камеру и поехал, потому что появилась такая возможность. Единственное, из запланированного на маршруте у меня будет 2 коммерческих съемки. Ну, такая у меня работа, ты помнишь же? Снимать видео за деньги. Но об этом чуть позже. Привет, пап. Ты просто не поверишь, где я сегодня был и что мне удалось заснять с дрона. Сейчас покажу. Большие скопления людей в виде городов меня не особо интересуют, а вот природные объекты еще как. Это грибы. Огромные каменные грибы. На самом деле тут все просто. Горная порода каменных шляпок намного прочнее, чем материал ножки, и меньше подвержена выветриванию. Поэтому эти скалы и выглядят как грибы. Говорят, лет через 30 они полностью разрушатся. Ну а пока можно насладиться этим невероятным зрелищем. Находятся они на Алтае, в долине реки Чулышман. Нет, не так. В фантастически красивой долине реки Чулышман. Наверное, после Чуйского тракта это самая красивая дорога на Алтае. Даже несмотря на то, что она грунтовая. Местами даже очень грунтовая. Но виды однозначно того стоят. По этой дороге можно добраться до южной стороны Телецкого озера, узнать, что переправа стоит 15 тысяч и поехать обратно. Ну, раз уж начал про дорогу, вот еще одна. Более доступная и не менее живописная. Дорога вдоль южного побережья в Крыму. Возможно, в пик сезона тут даже бывают пробки, но опять же, проехаться по ней однозначно стоит. А участок от Судака до Нового Света вообще крыша снос. Ощущение, что ты где-то не в России. Место, где я был сегодня, могу с уверенностью назвать одним из самых красивых на Кавказе. Здесь расположены 6 из 8 пятитысячников главного Кавказского хребта. Ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии. Ты действительно ощущаешь себя песчинкой в окружении огромных снежно-каменных великанов. Здесь же находится Безингийский ледник. Говорят, он самый длинный в Европе. Мне повезло, и я застал появление облаков в этом месте. Зрелище, конечно, завораживающее. Пальцы. Так переводится с тюркского языка название этого места. Природный парк Ергаки на юге Красноярского края. Ничего подобного я раньше не видел.
Автодорог здесь нет, а интересные места находятся на приличном удалении от входа в парк. Так что, если хочешь увидеть их, бери рюкзак, палатку и шуруй в горы. Я так и сделал. И не пожалел. Потому что, например, вот... Скала Парабола. Не знаю, стоит ли объяснять, почему она так называется, но выглядит крайне круто. Или вот, перевал Птицы. Ну просто жутко красивые виды с него открываются. Но чтобы добраться до него, пришлось изрядно попотеть. Я уже успел прилично покататься по миру, но, повторюсь, таких гор не видел нигде. Всего 30 метров в диаметре и 2 метра глубиной, но визуально оно, мягко говоря, необычное. Гейзеровое озеро на Алтае. Благодаря голубоватой глине на дне, посередине озера имеет уникальный бирюзовый цвет с овальными и круглыми разводами. Они формируются под воздействием гейзерных извержений, поднимающих то, что находится на дне, на поверхность. Очень популярная, соответственно платная. Людей миллион, проход 100 рублей. Однако по-прежнему стоящее местечко. Находится прямо возле Чуйского тракта. Кстати, Чуйский тракт. По мнению многих авторитетных и не очень источников, это одна из самых красивых дорог в мире. И знаешь что? Я с ней полностью согласен. Идеальное дорожное покрытие в связке с красивенными горными пейзажами и бирюзовой рекой Катунь, я уверен, заставляют многих путешественников возвращаться сюда из года в год. Я прям кайфовал за рулем, пап, совершая бесчисленное количество остановок, чтобы все это дело поснимать. Просто невероятно красиво. Кстати, бирюзовые реки. Главная река Горного Алтая, Катунь, имеет бирюзовый цвет. В гугле сказано, что в конце лета в средней и верхней части Катунь прорезает зеленокаменную формацию песчаников. Они и дают реке бирюзовый оттенок. Короче, где-то под землей она проходит через зеленые камешки и песочек, поэтому такая красивая. Ну и вот еще, Белая скала в Крыму. Большой такой ровненький природный выступ, на который можно зайти или даже заехать. На рассвете и закате она неимоверно красива. А уж если удастся увидеть воздушный шар или стадо коней рядом, вообще пушка. Мне удалось. Фу. Мы находимся на высоте 3000 метров над уровнем моря. Не видно ни хрена. Камеру убери. Съемка запрещена. Привет, пап. Сегодня началась моя первая коммерческая съемка в путешествии. В общем, это экспедиция. Но экспедиция не совсем простая. Восхождение на Эльбрус. Причем два подряд, с юга и с севера. Если дойду до вершины, я себя уважать настолько буду, что вообще капец просто. Эльбрус – самая высокая вершина Европы, издалека похожая на, извиняюсь, сиськи. Между двумя ее вершинами разница в высоте всего 20 метров. 5642 – весьма солидная цифра. На такой высоте главный враг начинающего альпиниста – горная болезнь. Горы. Облака. Вот так выглядит первая степень горной болезни.
С набором высоты уменьшается атмосферное давление, и воздух становится тоньше, разреженным. На высоте 5000 метров молекул кислорода на единицу объема вдвое меньше нормы. Это значит, что за один вдох ты получаешь вдвое меньше кислорода, чем привык. Наступает гипоксия, нехватка кислорода в крови, мозгу и тканях. Ты начинаешь понемногу умирать. К счастью, наш организм умеет приспосабливаться к нехватке кислорода. Просто ему нужно время. Этот процесс называется адаптация к высоте или акклиматизацией. Мы учим наш организм функционировать в более экономном режиме, совершая небольшие дневные восхождения. Тепло, море, блин, темное разливное. Нет, вот это вот надо из лета в зиму лезть. Если на юге после дневного набора высоты ты возвращаешься в отель и теплую кроватку, то на севере в полностью автономном 10-дневном походе ты пытаешься не умереть в палатке, которую за ночь изрядно присыпает снегом. Если кто-то еще когда-нибудь позовет меня на Эльбрус, я, скорее всего, соглашусь. Проведя 6 дней в горах, постепенно набирая высоту, ты чувствуешь, что уже можешь обходиться меньшим количеством кислорода и более эффективно расходовать энергию. И это прилично увеличивает шансы добраться до вершины. Но готов ты или не готов, ты узнаешь лишь начав штурм. Но об этом чуть позже. Это значит, что искусственный интеллект способен превзойти человека даже в решении тех задач, которые якобы требуют интуиции. Заткнись! Если говорить о состязании искусственного интеллекта... Короче, сегодня, да, привет, пап, сегодня в Дагестане я попробовал... Самое вкусное абрикос... Да, именно абрикосы. И да, я не все время один. У меня бывают спутники. Вот, например, Алексей. Мы с ним познакомились на Алтае, в горах. И он отлично умеет дать точную характеристику происходящему. Такую бы погодку залезь бы в пи***ю по глотку. Или вот Димон. Димону недостаточно просто любоваться красивейшим розовым озером в Крыму. Димон, ты ж хотел по колено зайти. Я тебя в машину не пущу таким. Какого хрена? Ой, я его глажу, он прям меня... Ау! Ну типа дареному ходил, зубы не смотрит, да? Вообще, хочу отметить, насколько важно в таком путешествии быть в ладу с собой и уметь себя поржать. Спасибо, что когда-то меня научил. Водопад либо там, либо мост там. Будь здоров. Вот это прическа. 5 часов. Челлендж accepted. Я еще никогда так не ошибался. Мы можем оказаться в ситуации, когда в финансах не будет разбираться вообще ни один человек. Да я и так. Как это повлияет? Как? Вот ту вот штуку видели? Красивенная? Да. Вот отсюда скатиться будет больно. Прям на этот фалос каменный. Но об него. Вообще, за эту поездку я узнал много нового. Например, кроссовки не самая лучшая обувь для гор. Ехать вдвоем веселее, чем одному. Ехать одному веселее, когда поел.
горные туры, это такие копытные на Кавказе, отлично свистят. Ты что свистишь на меня? А заставать их врасплох – это прям какой-то особый вид удовольствия. Самые беспардонные собаки на Алтае. Блин, ты грязная собака. Ну где таких красивых собак берут, а? Ну и дети на Алтае тоже, кстати, не особо пардонные. Это яблоки такие? Да. 100 рублей за яблочко. Как называется сорт яблок? Это же слива. Это же слива. 50. Я забыла 100 рублей. 100 рублей? Когда пекли? Ну, сегодня. Хлеб. Спасибо. Пожалуйста. Самовнушение реально работает. Вроде даже не задел. Вообще не тяжело. На Кавказе вообще нельзя расслабляться. Опасность может прийти, откуда совсем не ждешь. Я сам виноват. Спровоцировал опасного зверя. Суслики, оказывается, переносчики чумы, и их нельзя кормить хлебобулочными изделиями, потому что в их суслячьей берложке они гниют и отравляют остальные запасы. Иногда лучше держать язык за зубами. Че это за штука ты достал? Девчонка постоянно спрашивает меня об этом. Ну вот примерно так и выглядит идеальный лес. Еще зайчика не хватает, который будет бегать здесь. Или голую бабу. Недостаток интеллекта запросто можно выдать за горную болезнь. Посмотрите, какой вид, а. Просто замечательно. Сил нет даже рот открывать. Хотя мне и не стоило. Быть странным в горах – это нормально. Иногда даже необходимо. Пойдем, пойдем. Есть вопросы, ответы на которые лучше не знать. Собака! Это я все к тому, что оказывается, даже учитывая, что 80% всего времени я нахожусь в горном одиночестве, в общем и целом я не унываю. Привет, пап. В общем, с природными местами более-менее ясно. Сейчас я расскажу тебе о местах, к которым приложил руку человек. Некоторые просто до мурашек. В Осетии в конце 18 века бушевала чума, забирая сотни и тысячи людей. Чтобы дать хоть какой-то шанс выжить здоровым, заболевшие добровольно уходили умирать в склепы. Одно из таких мест – Даргавс, получивший впоследствии название «Город мертвых». Сухой ветер, проходящий через отверстия башен, быстро мумифицировал тела, не давая разлагаться. Сквозь эти отверстия до сих пор видны их останки. Жуткое зрелище. В декабре 2018 года на Черном море был шторм силой 8,5 баллов. Одним из судов, попавшим в него, был подан сигнал бедствия, но из-за непогоды портовые службы помочь ему не смогли. Сухогруз весом 16 тысяч тонн был выброшен на берег 7-метровой волной. Снять его с мели оказалось нерентабельно, и экипаж Рио, ходивший под флагом Африканской республики Того, был депортирован, а корабль превратился в отличный фон для фотографий туристов. Далее. Женщина с мечом в принципе зрелище необычное, а если ее вес 8000 тонн, а высота 85 метров, это поистине впечатляющее зрелище. Самая высокая статуя в мире – памятник Родина-Мать зовет в Волгограде.
Так или иначе, с годами мы забываем масштаб той трагедии. Этот монумент, построенный в памяти о героях Сталинградской битвы, сможет напомнить как никакой другой. Находясь там, эмоции переполняют. Давненько меня так не пробирало. По одной из версий, этому месту более 2000 лет. И еще 30 лет назад здесь кипела жизнь, работала больница, школа и почта. Сейчас оно полностью заброшено. На высоте 1400 метров в центре горного Дагестана находится село Гамсутль, которое местные теперь называют Аул-Призрак. На самом деле немного грустно становится, когда видишь дома, открытые двери, понимаешь, что тут кто-то жил, рождался, любил, играли дети, и жизнь была наполнена смыслом. Также в ходе своей поездки я узнал, что в Калмыкии очень распространен буддизм. И в столице региона Элисте находится один из самых больших буддийских храмов Европы – золотая обитель Будды Шакьямуни. Ну и, кстати, самая большая мечеть в Европе также находится в России. В 30 километрах от Грозного в чеченском городе Шали стоит мечеть «Гордость мусульман», способная вместить до 30 тысяч человек. Внутрь попасть мне, к сожалению, не удалось, но я смог попасть в сердце Чечни, мечеть в центре Грозного. И как не особо религиозный человек, конечно, я был впечатлен. Привет, пап. Ну, в общем, сегодня был интересный денек. Все эти действия жестко противоречат инстинкту самосохранения. Когда подходишь к краю перед своим прыжком, возникает, мягко говоря, стрессовый фактор. Организм видит прямую угрозу жизни. Гипоталамус дает химический сигнал надпочечникам, и те начинают выделять адреналин и норадреналин, гормоны страха и ярости. Увеличивается скорость реакции, сознание сужается, концентрируясь на источнике опасности, и твое тело приходит в боеготовность. Внимание, прыжок! Ready, set, go! Выброс адреналина – это адаптивная реакция организма на стресс, а на выходе из стрессовой ситуации в больших количествах вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфин – гормоны счастья. Серег, хочешь мороженку? Да. Высота этой скалы примерно 90 метров, но это не самый высокий объект в моем путешествии. Скала Шанкая в Крыму. 230 метров свободы. На такой высоте сводит все тело. Сердце начинает просто бешено колотиться, а низкая облачность усиливает эффект в разы. Ты совершаешь прыжок в бездну. Внимание, прыжок! Ready, set, go! Огонь! Ready, set, go! Ready,
set, go! Ready, set, go! С днем рождения! Да, я прыгал раньше с объектов и побольше, но в этот раз все пошло не по плану. Но об этом чуть позже. Итак, пап, вторая коммерческая съемка на моем пути. Съемка завода. И чтобы ее осуществить, мне пришлось пересесть сначала на самолет, а потом на вертолет. Рыбообрабатывающий комплекс на крайнем севере Камчатки, конечно, интересный, но я лучше покажу тебе его окружение. Завод стоит на устье большой реки, и во время нереста сюда заходит просто огромное количество рыбы, что естественно привлекает голодных, шерстяных и косолапых местных жителей. Ребята эти, конечно, по-разному реагировали на коптер, но в большинстве своем угрозы в нем не видели и внимания особо не обращали. Мне стало интересно, с кем я имею дело, и я загуглил немного инфы про них. Не уверен, что эта информация при реальной встрече с медведем сможет хоть как-то пригодиться, но я все равно скажу. У медведей очень чувствительные губы, но лучше этого не проверять. Медведи появились примерно 5-6 миллионов лет назад. Это достаточно молодой вид животного. Взрослые медведи очень плохо лазят по деревьям. Их выдержит далеко не каждая ветка, и они это знают. Косолапыми медведей называют потому, что они опираются либо на две левые лапы, либо на две правые. В момент их хождения создается впечатление, что они переваливаются. У медведей лучше, чем у других животных, развит материнский инстинкт. Бурые медведи на память знают все в своей окрестности поляны с ягодами, фруктами и грибами и знают, когда они созреют. Некоторые медведи настолько умны, что могут самостоятельно обезвреживать капканы охотников. Для этого они просто бросают на них палки, после чего ловушки срабатывают в холостую. Когда медведь впадает в спячку, его пульс замедляется в 5 раз, от примерно 50 до 8-9 ударов в минуту. Перед тем, как погрузиться в сон, зверь старательно запутывает следы, ходит по болотам, петляет, кружит и даже идет задом наперед. Вот я все бы отдал, чтобы такого медведя увидеть и заснять. В общем, это была крайне интересная съемка, но, как вскоре оказалось, не единственная на Камчатке. Но об этом чуть позже. Короче, рассказываю, пап. Есть такая социальная сеть, называется Instagram. Это место, где люди делают вид, что счастливы, и что у них все хорошо. Так вот, если в этой сети за тобой следят много человек, тебе могут предложить прорекламировать какой-нибудь товар. В общем, мне предложили взять на недельку нового джимника в обмен на упоминание бренда. Ну, конечно, я согласился. Да, может быть, чуть-чуть поместительнее, чуть-чуть. Машину мне дали в Челябинске, и передо мной открылся весь Южный Урал.
Благодаря этому синему малышу я добрался до многих интересных мест. Я был на чистейших озерах с прозрачной водой, провожал закаты в горах, которые здесь почему-то называют шиханами, видел самый грязный город планеты Карабаш, кайфовал за рулем, пел что-то странное, лез куда-то в гору, наслаждался видом с нее, ночевал у озера, жил роскошной жизнью. Романтика. Был в нацпарке Таганай, удивлялся ценам. Парковка 20 рублей. А ночевка в палатке на одного человека 50 рублей. Снова лез в гору, запускал дрон и снова наслаждался видом. Ел чернику, видел странные знаки. Орал, ехал ночью, ел ночью, бегал в 5 утра, сливался с природой, пил горячий чай, ждал пока остынет, снова пил. Ел копченую курицу, которая после 50 тысяч шагов была особенно вкусна. Видел большой каолиновый карьер, который местные называют Уральская Бали. Ночевал в красивенных местах и чуть не перевернул машину. Но все обошлось. В общем, Южный Урал открылся мне во всей красе. В общем, проходимость этого малыша меня порадовала. И, конечно, я облизнулся на него. До того момента, как узнал, сколько он стоит. От 2 миллионов рублей. Для сравнения, стоимость моего желтого друга 300 тысяч рублей. Ровно как и стоимость всего моего путешествия. Ну и если бы я не решил отказаться полностью от алкоголя на время поездки, было бы намного дороже. И, кстати, забегая немного вперед, я же планировал, что покажу, как справляюсь с трудностями в виде поломки авто, как максимум движок, вариатор, свечи, ремни, а как минимум хотя бы колесо поменять, но с машиной ничего не случилось. За 23 тысячи километров, включая большой процент дорожного покрытия, для которого эта машина абсолютно не создана, ничего не сломалось. В смысле, вообще ничего. Японский автопром лучший в мире. Другие варианты к рассмотрению не допускаются. Ну и уже по приезду я узнал, что у меня не было домкрата и нужной насадки на компрессор. Да, баланс между моей неподготовленностью и везучестью просто идеальный. Красавчик, красавчик. Друг, потерпи еще немножко. Буквально 15 тысяч километров. Где ночевал? Да, по-разному. В машине ночевать неудобно от слова совсем. У меня была палатка, но и ей я воспользовался не более 10 раз за 4 месяца. Чаще в походах или местах, далеких от цивилизации. В основном это были придорожные недорогие гостиницы до 1500 и в крупных городах хостелы. В горах это были альп-лагеря, а в туристических районах базы отдыха. Слишком уж я душезависим. Заселился вот в такой вот барак. Так как особыми навыками кулинарного искусства я, увы, не обладаю, мой рацион на время поездки был весьма стандартизирован. Утром овсянка, днем что придется, вечером гречка или рис. Пересолил. В хлам. В хламину прям. В походах апельсины и быстрые углеводы. 58, Ашмиран. Но бывали исключения. Надо же себя баловать иногда. Будет рэр. Не, это минимум. Привет, пап. Сегодня я опять был в местах весьма необычных, труднодоступных и не очень. И я даже составил для себя топ-список этих мест. Готов? Ну, поехали. Топ-3 озер на моем пути.
Третье место забирает озеро Сассек-Сиваш в Крыму, и оно розовое. В озере обитают микроскопические водоросли. Они вырабатывают большое количество бета-каротина, пигмент которого и способствует появлению такого цвета. Розовое, озеро вживую выглядит крайне необычно. На втором месте находится озеро Кучерлинское, и оно бирюзовое. Большинство рек и озер Горного Алтая имеют такой цвет, и я уже рассказывал почему. Озеро труднодоступное. Мне пришлось преодолеть расстояние в 30 километров, чтобы добраться до него. По пути съев тонну черники и брусники. Вообще, горные озера – это отдельная любовь. Огромный резервуар крайне необычного цвета с фоном из массивных скал и снежных пиков. Ну, красота же. Рядом с озером находится перевал Каратюрек, поднявшись на который можно увидеть самую высокую вершину Горного Алтая – Белуху. Максимально кайфануть от увиденного и остаться ночевать на перевале, чтобы утром опять стать свидетелем неповторимой алтайской природы. Ты спросишь, а озера с обычным цветом воды в твоем списке есть? И я отвечу, да, есть такое. Первое место вылетает к озеру с максимальной глубиной 1642 метра и длиной в 636 километров. Да, пап, это Байкал. Немало сил у меня ушло, чтобы познакомиться с ним поближе, потому что не мог же я просто посмотреть на самое глубокое озеро в мире с берега. Легкий дождик даже в кайф. Ветра нет, и хорошо. Байкал встретил меня не самой лучшей погодкой, но несмотря на это, за почти 200 километров и 4 дня гребли он позволил мне увидеть, испытать и ощутить многое. Кайф. Какой бульон наваристый. Текст с озерами разобрались. Go next. Топ-3 горных ущелья при Эльбрусе. Третье место. Ущелье Ирикчат. С этого ущелья хорошо видна одна из вершин Эльбруса, и здесь же пролегает восточный маршрут восхождения на него. При Эльбрусе вообще нет некрасивых ущелий, поэтому это определение мы пока опустим. Здесь можно встретить множество сусликов и корову, которая ест сникерс. Не спрашивай. Второе место забирает ущелье Адыл-Су, в котором находится ледник Кашкаташ. Чтобы сюда попасть, нужно оформить пропуск у пограничников. Далее дело за малым. Набираешь 600 метров высоты, и перед тобой прекраснейший ледничок. Виды – пушка, ракета, бомба. В общем, обычные для этих мест. Ну и первое место заслуженно улетает в ущелье Адыр-Су. Да, разница в названии с предыдущим всего в одной букве. Сюда также нужен пропуск от погранцов, и если ты каким-то образом проскочишь без пропуска, тебя отконвоируют в погранотделение, задержат на 3 часа и выпишут протокол о попытке пересечения границы. Но это совсем другая история. Ущелье, оно невероятно хорошо. Здесь у меня была компания, и мы все в первый раз в жизни поднимались на подъемники для машин. Вообще. Необычная форма гор на фоне делает ущелье крайне привлекательным для глаз и для объектива камеры. Не знаю, что тут еще сказать. Место фантастическое. Едем дальше. Топ-2 пустынь на моем пути. Ну, как пустынь?
В общем, сейчас расскажу. Второе место. Огромная песочница высотой 250 метров. Бархан-Сарыкум в Дагестане. Вход 128 рублей. Целая гора песка. О том, откуда он взялся в таком количестве вдали от пустынь, местные народы сложили множество красивых легенд. Согласно одной из них, горы песка вытряхнул из своих башмаков великан Нарт, присевший передохнуть после долгих путешествий. Еще одно предание рассказывает о подвиге во имя любви. По велению отца своей возлюбленной Булат всю жизнь таскал сюда мешки песка с Каспия, пока не построил огромную гору, с которой можно было увидеть его родное село и дом красавицы Барият. По мне так, у бати возлюбленные требования самую малость завышены. Однако спасибо Булату. Бархан топ-2. Вообще, горный Дагестан очень красив. Жаль, что у меня было всего 2 дня, и я быстро по нему промчался, толком нигде не останавливаясь. До пустыни, расположившейся на первом месте, мне пришлось добираться сутки на поезде, по-другому туда не попасть, ночевать на вокзале, а потом еще целый день идти по болотам, пересекая кучу бродов. Но об этом я чуть позже расскажу. А сейчас расскажу про воду. Не знаю, откуда у меня такая большая любовь к падающей воде, но факт остается фактом. Я обожаю водопады. В общем, в путешествии на моем пути было множество водопадов, и сейчас я покажу тебе топ-5, на мой взгляд, самых впечатляющих. Поехали! 5 место. Водопад Учан-Су в Крыму. Я был на нем 2 раза, и в первый раз это была маленькая такая струйка воды. Но во второй раз я застал его после обильных дождей, и зрелище было мощное. На 4-й строчке находится водопад Терскол в одноименном ущелье в Приэльбрусе. Необычная прямоугольная форма скал делает его как минимум интересным. К сожалению, я застал его неполноводным, но даже так он был весьма неплох. Третье место. Водопад Султан у подножья Эльбруса с северной стороны. И если не брать во внимание агрессивных сусликов, добраться до него просто. 70 километров отличного асфальта – одной из самых красивых дорог в России. И ты на месте. Не буду много говорить, лучше просто покажу. Вторую строчку в моем списке занимает Танадонский ледниковый водоскат в Северной Осетии. Он образован на оглаженных ледником скалах, ныне освободившихся ото льда. Вода, разбившись на много струй и потоков, с высоты более 100 метров не спадает по отполированным ледником скалам. И внизу поток теряется у их подножья под возрожденным ледником. И все это происходит в месте невероятной красоты Танадонском ущелье. Чтобы добраться до самого водопада, придется пройти около 8 километров и перейти речку вброд или по снегу. Небезопасно, не сухо, но дух захватит 100%. Ну и на первом месте находится водопад, просто покоривший мое сердечко. Я провел у него около 3 часов и не хотел уходить, настолько он меня впечатлил. Но об этом чуть позже. Слушай, да, не знаю, но бывает вроде временами. Ну ладно, на длительных переездах частенько, пожалуй. А если честно, порой чертовски одиноко. Наверное, в таком путешествии беззвучный диалог с самим собой неизбежен. Задаешь вопросы себе, оставляя большую часть без ответов. Например, что я вообще делаю? Что не так со мной? Может, после 30-ки у всех так? Стоит ли оно вообще того? Мой ли это путь, или я по тропинке иду? А может, тропинки уже все давно протоптаны и париться не стоит? Откуда, блин, вообще такие мысли берутся? Да, понятно, есть цель добыть ценные кадры, но бывает, попадаешь в такие места и ловишь такие моменты, что хочется их разделить с кем-нибудь, вместе их прочувствовать, пережить, но потом вспоминаешь о цели и вроде все ок.
Проматываешь в памяти события, придумываешь сценарий, где поступил иначе, развиваешь эти сюжеты и в них, блин, становишься счастливее. Но быстро отходишь, понимая, что фантастикой мысли заняты. В общем и целом, наверное, все-таки да. Одиночные путешествия далеко не для всех. Особенно если длятся 4 месяца. Но как ни крути, нельзя же быть счастливым постоянно. А кто утверждает обратное, скорее всего, немножко преувеличивает. Но те моменты, когда ты не можешь и не хочешь скрыть свою дурацкую улыбку, когда хочешь кричать от восторга и делаешь это, когда ты чувствуешь, что живешь, они ведь бесценны. И об этом я расскажу прямо сейчас. Привет, пап. Ну что, сегодня был тот самый день. День, когда приходит ответ на вопрос, зачем вообще все это. Тот самый день, который прожит не зря. Тот самый день, который будешь вспоминать через года. С уверенностью могу сказать, что сегодня я был счастлив. Сегодня я по-настоящему жил. Никогда в жизни я не поднимался на такую высоту. На 5000 меня жестко накрыла горняшка. Я тащил с собой камеру и коптер, что сильно уменьшало шансы успешного восхождения. Но когда на высоте 5100 я встретил рассвет, решил, что просто не имею права сдаться. Скала Парабола безусловно хороша, но главной моей целью была скала под названием Зуб Дракона. И чтобы добраться до нее, мне надо было переночевать в месте, где за это лето было 2 нападения медведя на человека с летальным исходом. А на следующий день задул сильнейший ветер, что сводило к минимуму возможность запуска дрона, но я не мог не попытаться. Два раза я провалился в болото по пояс, но таков был путь до Чарских песков, самой северной пустыни в мире, номер 1 из моего списка пустынь. Грамотный подбор правильной обуви – это, прямо скажем, не мой конек, а потому пришлось немного пострадать. Но добравшись до пустыни и поняв, что кроме меня здесь нет никого. Осознать, что ты находишься в огромной песочнице 5 на 10 километров и вокруг ни души, просто бесценно. И вся эта пустыня в моем распоряжении. — 160 метров высота падения этого каскадного водопада, который в моем списке занял 1-е место. Переправиться через реку, пройти 16 километров в обе стороны, не по самой безопасной тропинке, чтобы увидеть самый большой водопад Горного Алтая – Учар. Однозначно того стоит. Находясь на Камчатке, я узнал, что ребята из Снежной долины ищут операторов тура. Я раздумывал примерно 3 секунды. Маршрут у этой группы оказался слегка нестандартным, и за неделю с ними я смог увидеть больше, чем за 15 лет жизни на Камчатке. Я, блин, замешкался. Гребаную палку заклинило, когда я уже стоял на экзите, боком к пропасти в 230 метров. Мне всегда страшно прыгать, в этом и суть, и сегодня мне было просто адски страшно. Но я уже знал, что находится по ту сторону страха. Довольно простая истина, но до меня дошла поздновато. Если хочешь по-настоящему почувствовать себя счастливым, тебе должно быть трудно. Тебе должно быть страшно, некомфортно, неуютно, неудобно. Везение, конечно, никто не отменял, но полагаться на него не стоит. Все самые сильные эмоции, которые я испытал в этом трипе, пап, они были труднодоступны. Мне пришлось за ними лезть в горы, прыгать со скал, переться по болоту, бороться с ветром, бесконечно много идти. Ну и чуток везения, да. Очень близки мне слова из одного небезызвестного фильма.
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством моментов, когда от счастья захватывает дух. Когда ты поднимаешься на вершину, находишься в пути 18 часов. 18 часов. Ты такой, о мой бог. Стоит ли говорить, что это был один из самых вкусных апельсинов в моей жизни? Стоит ли объяснять, как я чувствовал себя, когда мы высадились на острове Аникатан, в центре которого озеро, в центре которого вулкан? На обратном пути увидели 2 огромных синих китов, и пилот сделал несколько кругов вокруг них. Возможно ли описать эмоции, когда ты стоишь на самой высокой вершине Европы и находишься выше облаков? Возможно ли посчитать количество дофамина, эндорфина и серотонина в крови после прыжка с 230-метровой скалы? Ну, наверное, да, возможно. Можно ли передать радость от того, что тебя не сожрал медведь и тебе удалось добраться до зуба дракона, скалы с фантастическим видом? Можно ли объяснить движение своего тела, которое находится одно в пустыне? Я думаю, нет. В такие моменты мозг отключается, и ты даешь волю эмоциям. Из таких моментов и состоит наша жизнь. Они неизбежно остаются в памяти, потому что в это время ты был счастлив. Это было удивительное спонтанное приключение, во время которого я чувствовал себя по-настоящему живым. Да, было непросто, местами одиноко, местами холодно, мокро, скользко, жарко, пыльно, ветрено, больно. Но за это путешествие я узнал, увидел, испытал и ощутил многое. А, да, и кепка сработала, я уцелел и, возможно, даже стал чуточку мудрее. Но это не точно. Ладно, мне пора планировать новое путешествие. Спасибо, что выслушал. Пока, пап.